Огромные окна и покатая крыша, а еще есть флюгер в виде глаза. За стеклами мелькают бледные лица. Худые не нападают, ждут и смотрят. «Я пришла поговорить», — голос Альки дрожит. Бесполезная маска не совсем бесполезна, она скрывает слезы на щеках. «Я вас не боюсь», — тихо говорит девочка, бросая на снег горсть зубов разных размеров. Это зубы чудовищ, ее собственные боевые трофеи. «Теперь вы бойтесь нас», — Алька срывается на крик. «Потому как будут еще грачи, и однажды они придут за вами». Каша не выдерживает, бросается прочь. Алька не поворачивается, но слышит его крики и звуки разрываемой плоти. Зря побежал, ведь нельзя, ее худые не трогают, только смотрят. Двери мрачного дома открываются. На пороге худой в старом цилиндре и поношенном пальто. Лицо искажено широкой улыбкой. Густая черная борода порщится в разные стороны. А еще глаза, их Алька замечает только мельком, но даже беглого взгляда хватает, выпученные с огромными зрачками. Такие глаза могут быть у того, кто заходится безумным смехом или кричит от ужаса. Худой манит Альку рукой, темный коридор, а за ним широкая комната. У стен друг на друге стоят клетки с уродцами. Алька сразу видит воробья. Раздутая голова, рот сполз на подбородок, а редкие волосы облепляют влажный лоб. Левая рука длинная и больше напоминает птичью лапку. Но это точно он. Смотрит жалобно и пытается что-то сказать. Но худой надолго не задерживается в комнате с уродцами, а проходит дальше. В следующем зале высокий стеллаж, на котором стоят бутылочки разных форм и размеров. «Что это?» – спрашивает Алька. «Воспоминания», – худой улыбается еще шире. Голос у него скрипучий, как будто царапает голову изнутри куском битого стекла. «Те, что вы забираете у детей, те, что мы им возвращаем. А вот и твои, хочешь?» Бутылочка Альки совсем небольшая, с изумрудно-зеленой жидкостью. Выпьешь, вспомнишь маму, настоящую. Ку-ку, моя мама. Я и так ее помню. Тогда верни воспоминания мне и можешь идти своей дорогой. Она крепче сжимает бутылочку. Верит ли? Конечно, верит. Всем известно, что худые не умеют лгать. Дрожащими пальцами откупоривает бутылочку и пьет. Горькая и соленая жидкость обжигает горло. Алька вспоминает все. Ободранные обои и цветок на ковре, похожий на осьминога. Синие пятна на столе от того, что кто-то когда-то опрокинул банку чернил. И маму. Она совсем не такая. Нет, у нее есть ямочки на щеках, но она их никогда не показывает Альке. От нее пахнет молоком и домом, но Алька почти не знает этот запах. Мама часто кричит. За то, что Алька намочила пеленки, за то, что разбросала игрушки, за то, что испортила маме жизнь. Той ночью девочку успевает открыть глаза, прежде чем ее лицо закрывает подушка. Пыльная, старая. Когда-то Альку вырвало на нее, и сейчас этот запах тоже тут. Детские ручки колотят по кровати, вцепляются в простынь, все слабее. Теперь все становится на свои места. Каждый здесь такой преданный самым дорогим человеком. Злость закипает, бурлит в крови, растекается гноем по венам. Они хотели забыть, но такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать никогда. Пусть теперь ее боятся, пусть теперь ее считают чудовищем. Пусть. Где-то вдалеке мерцает слабый огонек, и всего-то нужно простить то, что прощать нельзя, и упасть снова в мир людей. Ринуться с головой, молясь, что новая мама будет хорошей, что не предаст, не сделает больно, что будет любить, звать хорошие сны и улыбаться с ямочками на щеках. Гораздо проще утонуть во тьме, дать захлестнуть ненависти с головой, отрастить клыки, чтобы кусать первой, когти, чтобы рвать плоть, а однажды пригласить господина Воробья на ужин с вареными мышами и ждать, пока дети не научатся прятаться под масками. Худой смотрит на девочку, которая застыла на границе света и тьмы. В его взгляде и смех, и отчаяние. На его памяти еще никто не ушел туда, где ярко. Но он не так давно в мрачном доме. Может, эта малышка станет первой?